Банки, ну, не буду скрывать, возможно, даже стоят в очередь, звонят там несколько раз в неделю точно, предлагают там всевозможные схемы, потому что все научились уже работать. Если говорить про Китай, то ощущение, что с одной стороны все говорят о том, что с Китаем Россия там дружит, да, и вот с другой стороны, как будто если углубиться, то не видно, чтобы повышалась там лояльность, например, этих поставок. Слава богу, я не ответил на это письмо, потому что если бы я отвечал, я бы там ответил достаточно жестко, и, наверное, вот после моих бы слов они бы сами не стали работать со мной. Друзья, хочу вас познакомить с основателем компании Smart Алексеем Бачуриным, который занимается всем, что связано с поставками товаров, дистрибьюцией на территории России. И мы поговорим о том, что изменилось за последние годы, после 2022 года, с поставками. Поговорим и про параллельный импорт, и про все-все, что с этим связано. Поэтому, если вы как-то связаны с поставками товаров, это видео для вас будет очень актуально. Смотрите до конца. Ну и, Алексей, добрый день. Да, здравствуйте. Я бы сначала хотел, чтобы вы рассказали, чем занимается ваша компания, и чем вы можете быть полезны вот нашим потенциальным слушателям, которые так или иначе, например, там поставляют товары, либо, ну, расскажите подробнее. Компания занимается более 20 лет поставками товара на российский рынок. В первую очередь это товары импортные. География за эти более чем 20 лет была от Северной Америки, США, Канады до там, Юго-Восточной Азии, там, Европа, Ближний Восток и так далее. То есть, ну, наверное, классический дистрибьютор брендов, наше основное направление – это игрушки, игры, пазлы, сувениры, коллекционные наклейки. Плюс есть там другой сопутствующий товар. Такая, наверное, классическая дистрибьюция. То есть, берем бренды и дистрибутируем их на разных условиях. Там, эксклюзивных, неэксклюзивных, там, с кем-то в партнерстве, в дополнении, с разделением каналов сбыта по дистрибьюторам. Примерно так. Плюс были и есть до сих пор там поставки товаров народного потребления. Сами производим что-то для каких-то клиентов, как B2B, так и для розничных сетей. Делаем корпоративные подарки. Недавно был большой контракт с Тиньковым, делали для них игры специальные для этого. Там производили продукцию для московского «Спартака», футбольного клуба. Делали STM для ленты, STM – это, собственно, торговой марки для сети ленты, окей. Ну, много чего было за это время. Какие проблемы вы можете решить там поставщиков, производителей, которые хотят, например, зайти на рынок России? Ну, смотрите, у поставщика есть несколько выборов для, ну, наверное, мы говорим про нового, да, не тот, который уже находится на рынке давно, и, как правило, все каналы сбыта продукции у него налажены. Мы, наверное, говорим про какие-то новые вновь рожденные бренды, либо там реинкарнированные каким-то образом. У него есть, по сути, там несколько выходов. Либо получить сбыт продукции там, дистрибьютору или же там, нескольким дистрибьюторам там, с разными условиями, там, возможно, с разделением канала сбыта, там, как по территориальному признаку, так и по клиентам. Вот. Либо делать это самому. Соответственно, мы можем подойти, наверное, как в первом, так и, возможно, во втором случае, наверное, коснемся этого чуть позже. Наша компания имеет прямые контракты там, с федеральными сетями, такими как Ашан, Окей, Гиперглобус, не знаю, там, Почта России, Светофор, Детский мир, с интернет-магазинами Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Ну, в общем, достаточно X5 Retail Group. Да. На сегодняшний день у компании есть пул рабочих договоров, по которым мы поставляем продукцию свою собственного, ну, в первую очередь импортную, хотя на территории России тоже берем товары, ну, как правило, там у таких же, возможно, дистрибьюторов, как мы, которые не успевают дотягиваться до определенных федеральных сетей, в первую очередь, там, с Озоном, с Wildberries уже все научились работать, а с федеральными сетями, там, пойди попробуй, подпиши контракт там, от 3 до 9 месяцев. Это бывает, и то не факт, что сеть федеральная возьмет на подписание какого-то поставщика, у которого, допустим, один товар интересный для них, да, там, или два, или три. Да, это должен быть либо какой-то крупный бренд, либо крупный поставщик с несколькими брендами. Вот, собственно, там вторым мы и являемся. Мы, помимо собственного импорта, мы берем на дистрибьюцию бренды, либо товары, ну, в первую очередь, не фудовые, а там, близкие к нашему направлению. Да и плюс у нас есть собственный отдел мерчендайзинга, который там проследит за выкладкой товара, за представленностью, да, там, согласовываем рекламную маркетинговую политику. То есть, ну, некий сервис, который может быть полезным там, любому бренду, производителю, который там, хочет получить доступ на российский рынок. Простыми словами, если вы поставщик, производитель, либо человек, который занимается реализацией продукции, да, каких-то производителей,
то если вы хотите зайти на российский рынок, то они могут просто обращаться к вам, правильно, такие компании, и вы закроете им вопрос операционного геморроя, ну, я уж так простыми словами буду говорить, да, Да. и экономию времени на бюрократию согласования договоров с разными сетями. Через вас это можно делать сразу комплексно и сразу большими объемами, да, что немаловажно. Да, ну мы, самое главное, там, сокращаем время, да, там мы за это получаем деньги, но мы сокращаем время, грубо говоря, если сеть заинтересована, там, либо интернет-площадка, ну, интернет-площадку, понятно, никто не спрашивает, да, мы просто заводим в карточку товара и начинаем его раскручивать и продавать там на основании там всех аналитических баз и нашего опыта работы с ними, потому что мы и с Озоном, и с Wildberries более 15 лет работаем. Что касается оффлайна, да, и заводим карточку, отправляем на заведение, там, техническое время требуется, и, грубо говоря, там, ну, окей, на следующей неделе там можно получить заказ на тот продукт, в котором заинтересована сетка и в сбытии которого заинтересован бренд либо производитель. Контакты мы оставим под видео. Переходите, кому это актуально, у кого есть запрос, соответственно, связывайтесь уже лично, общайтесь. Я еще хотел спросить, у нас есть довольно большая аудитория именно инвесторов. У вас есть какие-то предложения для инвесторов, как могут инвесторы с вами посотрудничать? Все, что я сказал, да, как правило, относится и к инвестициям, потому что есть определенные виды продукции, на сбыт которых, на реализацию которых у нас не хватает собственных средств. Да. У нас достаточно большой опыт, говорю, более 20 лет, там, участие в международных выставках, там, и постоянно не вылезаем с Китая, с Европы, из производств, там, с фабрик и так далее. И есть достаточно большое количество нереализованных идей, которые требуют дополнительного финансового влияния. Да. Сейчас в последнее время банки гораздо строже смотрят за закредитованностью компании, и пойти и взять в банк столько денег, сколько тебе нужно на реализацию там той или иной идеи, ну, к сожалению, на сегодняшний день нет такой возможности, и здесь можно под какой-то там четкий бизнес-план там, с прописанными товарами, да, мы в первую очередь занимаемся товарным бизнесом, с прописанными товарами, там, с объемами поставок, там, с возможной, с невозможной, а с естественной там получением прибыли в конце продаж, расписать там несколько бизнес-кейсов. Ну, вот у меня на сегодняшний день, да, ну, минимум там 3 или 4 проекта есть на столе, которые вот нужно сейчас реализовать, причем их нужно реализовывать вот сейчас летом. Я имею в виду там произвести и закупить товар и привезти его, чтобы в период новогодних продаж, там и предновогодних, да, у нас в принципе сезон считается, там, начинается с 1 сентября, где-то там до 8 марта. Если вдруг какой-то бренд захочет, ну, я сейчас вот накидываю идеи просто с листа, с чистого, если вдруг какой-то бренд захочет зайти в Россию, но не захочет светить свое имя, но захочет зайти полноценно, там, допустим, как филиал или как там собственная дочерняя компания, да, можно даже поговорить про там, продажу доли акций, там, или если предложат хорошую цену, почему бы нет, продать компанию. Дальше уже будет дело инвестора оставить ее с нейтральным названием, пока ситуация не улучшится, или же переименовать ее в нейминг своего бренда, фабрики, завода и работать дальше под этим именем. А все, что нужно для успешных продаж, у нас есть. У нас есть команда, у нас есть команда продаж, у нас есть там, склад собственный по сбыту продукции, у нас есть там, команда маркетингов, там, юристов, мерчендайзеров, бухгалтерия, аналитиков. Ну, то есть полностью все, что нужно для сбыта. Он просто в одну секунду все это дело приобретает и начинает продавать свою продукцию. Ну, будет хорошо, если он оставит, я имею в виду, новый собственник, возможный, да, оставит нас в команде. Я думаю, что мы много полезного еще можем принести и приумножить сбыт его продукции, обладая там знаниями и опытом работы. Я думаю, некоторые, ну, мои точно некоторые знакомые сейчас потирают ладошки и уже переходят по ссылке под видео, но потому что это очень горячая тема, актуальная. И раз мы уже к такому горяченькому подобрались, хочу спросить, что поменялось вот после 22 года, да, после всех этих событий, что изменилось фактически при реализации, да, продукции в России, как поменялись там ну, рыночные вообще условия для поставщиков товаров, что с брендами. И мы как-то беседовали с одним из моих приятелей, и, ну, это, правда, наверное, был год назад уже, сейчас, наверное, ситуация более улучшилась, да, но мы беседовали, наверное, год назад, и по прошествии вот 2 лет до 22-23 года мы поняли, не согласовывая между собой позиции, что, к сожалению, мы молодые, там, здоровые, умные, сильные, с опытом работы люди вынуждены были эти 2 года
придумывать какие-то схемы, уловки, новые логистические маршруты, новые маршруты там, поставок денег, придумать, как, ну, опять же, утрированно там, обмануть правообладателя и поставить ту продукцию на российский рынок, которая востребована здесь. Да, причем иногда с прямым согласием этих же правообладателей, а иногда и даже с делегированием части полномочий каким-то прокладкам, ну, я имею в виду там фирмам-посредникам иностранным, которые я рекомендовал сам этот правообладатель. То есть, наверное, первые 2 года шла отстройка схем в новых реалиях, да. Сейчас есть некий горизонт планирования, пусть он не такой большой, но он больше, чем за 22 и 23 год. Было много сложностей, но, как мы подметили с моим приятелем, да, мы их придумали, эти схемы, мы их преодолели. К сожалению, понадобилось очень много умственного труда, усилий, приобретения каких-то новых знаний, изучения новых тем, но мы их получили, и это опыт, и сейчас понимаю, что классный опыт. Сейчас смотрел последний раз там, что-то новость была по поводу того, что России присвоили там китайское агентство, там консалтинговое какое-то, присвоило рейтинг там 3B+, и один из элементов в этом анализе у них был в том, что успешно Россия справилась с обходом санкций, вот. И это действительно подтверждается многими аналитиками. Очень интересный такой момент, что добавило инвестиционной привлекательности для страны. Вот. Умение обходить санкции. Мне кажется, в этом Россия сейчас уже профессионал. Можно делать курсы для других стран. Вот. Ну да, ну вы ходите в магазины, мне кажется, на полках, ну, особо сильно ничего не поменялось. Ну да, там есть в торговых центрах там пустые этажи, где раньше были там Зары и так далее. Вот, но мне кажется, сейчас без проблем абсолютно можно купить любой товар. И, ну, да, возможно, в большинстве случаев это дороже, но есть какие-то продукты, которые даже стали там дешевле, потому что, собственно, там не платится дополнительная наценка, которую получали российские офисы иностранных компаний, либо российские импортеры, там, дистрибьюторы. Товар идет по, условно говоря, там, прямым ценам производителя, плюс какая-то там такая небольшая оптовая наценка. Есть в последние годы такие дополнительные риски из-за снижения там уровня кредитования, да, или, может быть, из-за ухода там иностранных денег из России, например. Как-то ударило это по товарному бизнесу? Первое– это подъем, собственной ставки рефинансирования. Второе– это, наверное, уход страховых компаний, иностранных страховых компаний. Ну, я просто там по себе сужу, да. У нас было много иностранных поставщиков, и они есть, до сих пор остались, но поменяли условия. Если раньше это были товарный кредит с большой отсрочкой платежа, там достаточно большой, то, ну, надо понимать, что, допустим, там европейские поставщики, они, как правило, все поставки, по крайней мере, в Россию страхуют. И, ну, просто в один момент все иностранные компании, все иностранные страховые компании перестали страховать поставки грузов в Россию, а, соответственно, ну, если кто-то из производителей и наших поставщиков мог брать на себя такие риски и отгружать с отсрочкой платежа, но без гарантии там, получения денег в случае форс-мажорных обстоятельств, они это делали. Но большинство из них сказало, что Алексей, у нас все хорошо, у нас с вами там любовь иногда там более 10 лет, но вот там бизнес есть бизнес, поэтому, к сожалению, мы готовы дальше с тобой работать, с вашей компанией, но, извини, только на условиях предоплаты. Поэтому в каких-то моментах мы соглашались на это дело, да, но в большинстве случаев мы либо искали какой-то аналог, замену этому товару, либо там пока приостановили работу с такими компаниями, ну, естественно, там это сказалось на обороте, там обороты упали. Какие еще сложности? Ну, по крайней мере, вот сейчас, на момент, когда мы там записываем интервью, май 2025 года, наверное, вот на сегодняшний момент сильных сложностей нету, и мы научились это преодолевать, и сейчас, наверное, банки, ну, не буду скрывать, возможно, даже стоят в очередь и звонят там, ну, там несколько раз в неделю, точно предлагают там всевозможные схемы, потому что все научились уже работать там через агентов, там через другие свои схемы, но вот буквально там 2 года назад, год назад, да, мы еще бегали по банкам и выбирали схемы, не быв в них до конца уверенными, что получится перевести деньги. Поэтому, да, были достаточно большие проблемы с платежами. Логистика. Если, наверное, с Китаем проблем не было и до 2022 года, ну, наверное, я не беру там период пандемии, там немножко другие проблемы были. Да, я беру поставки из Китая, товара не было никогда, и
Возможно, они сейчас немножко трансформируются. Если раньше практически там все возили по одной схеме на контейнерах, на судах, там, до северных стран Европы, там, до Роттердама, да, дальше на фидерных судах, на Питер, на Усть-Лугу куда-нибудь и так далее, то сейчас все больше возят там либо через Дальний Восток, либо через Забайкальск, либо идут там прямые железнодорожные ветки, а в последнее время очень сильно развита еще и доставка автотранспортом. Если раньше это было очень дорого, ну вот еще там, наверное, 2 или 3 года назад, или 4, я помню, когда мы просто привезли первую свою фуру из Китая, именно автомобильную, это что-то стоило, по-моему, там в районе 27 тысяч долларов за 120-кубовую машину, то сейчас ставки, наверное, от 11 до 14 тысяч долларов, ну, наверное, там за еврофуру все-таки, да, если корректно сравнивать, за там 86, там 90 кубов машину. Этот вид, эта логистическая схема, она не сильно дороже, чем привезти контейнер. Да, она дороже, но не сильно дороже, но экономия по времени гораздо больше. То есть самая быстрая машина, которая доходила до нас, это было там 20 дней. Это даже быстрее, чем прямой ЖД, который там постоянно контейнеры отстаиваются, то там, ждут там погрузки на платформы и так далее. Поэтому с Китаем проблем нету. Европа, проблемы идут по нарастающей. Если раньше можно было там возить прямые машины, и у нас там, допустим, из Барселоны фура доезжала за 8, максимум 10 дней. Раньше еще была там разрешена перецепка, сейчас уже перецепку нельзя, там голову перецеплять сейчас там с полной разгрузкой в зонах приграничных, там, как правило, между Республикой Беларусь и странами Европы. Именно там идет перегруз товара уже в российские машины, и это удлиняет логистические схемы, это удорожает эти схемы. Плюс там, ну, что греха таить, товар иногда портится, если он не упакован определенным образом. Поэтому удлинение, удорожание вот на сегодняшний день, может, просто мы, из-за того, что мы не работаем, но я не слышал, чтобы какие-то европейские транспортные компании возили товар в Россию. До этого мы там практически 10 лет очень плотно работали с прибалтийскими транспортниками. Русские девочки сидят в Риге, в Юрмале и фактически занимаются перевозкой транспорта, транспортными перевозками со всей России. Почти 10 лет с ними работали, да, и кредитовали они нас иногда, когда там под Новый год заказываешь очень много транспорта, они входили в положение, там давали отсрочки там, от месяца до 3 на оплату автомобиля. Сейчас фактически все иностранные компании, перевозчики автомобильного транспорта ушли с российского рынка. Я имею в виду, ну, тот, кто работал, там, Европа, Россия, вот на этом направлении. И конкуренция меньше, там цены стали дороже. Вот на моем бытовом уровне, да, непрофессиональная точка зрения, что с Европой вроде как все понятно, ну, есть в этом абсолютно логические, да, причины. Если говорить про Китай, то ощущение, что с одной стороны все говорят о том, что с Китаем Россия там дружит, да, что Китай наращивает там обороты поставок в Россию, и там еще новость про то, что, значит, у Китая проблемы там с американцами, и где-то поставки остановились у них в США, как один из крупнейших рынков сбыта для Китая все равно, да, и поэтому тоже они стали заходить там все больше, интересоваться там рынком России, скажем так, и так далее. И вот с другой стороны, как будто если углубиться, то не видно, чтобы повышалась там лояльность, например, этих поставок. То есть с точки зрения там предоставления отсрочек платежей, либо еще каких-то таких историй. Вот какова реальная практика на данный момент по работе именно с китайскими поставщиками? Вы правы, здесь есть и то, и другое. У меня тоже практически там Вичат обрывался, когда Трамп ввел там, я не помню, сколько сначала там 50%, потом 100%, 200% пошлины. По-моему, он сам забывает, какие он вводит уже, но мне достаточно очень много писало моих поставщиков о том, что у нас там возможно, в ближайшее время будет гореть там планы продаж, возможно, у нас в ближайшее время появятся дополнительные объемы поставок товара, потому что текущие поставки мы сейчас в Америку не отгружаем. Ну, понятно, то, что уплыло, уже с этим ничего не сделаешь, но то, что приготовлен к отгрузке, не понимая конечных цен на той стороне, по каким они будут растаможены и будут продаваться, да, там многие поставщики китайские, там фабрики и трейдеры, они заморозили поставки, там стали перебукировать контейнера на более поздние сроки. И да, при, казалось бы, очевидных факторах, что вот сейчас там этот товар невостребованной продукции по самым демпинговым ценам пойдет в Россию и заполонит наши рынки
и мы будем там покупать за копейки. Все это дело, на самом деле, все абсолютно не так. Ну, вот, к сожалению или к счастью, не знаю, как это правильно сказать, данные действия не возымели, я имею в виду со стороны Америки, повышение пошлин, не возымели там огромного вала или наплыва товаров по бросовым ценам. Видимо, есть что-то, что мы не знаем. Плюс, наверное, они, ну, не наверное, они сейчас уже, там, я так понимаю, договорились о каких-то отсрочках введения этих тарифов, да, и связи, которые существуют там у Америки с Китаем. Я не помню вот этих вот цифр там в миллиардах, в триллионах, но это вот в один день нельзя там сказать поезд стой раз-два, да, там можно там попугать, можно там попытаться через давление заработать себе там какие-то дополнительные преференции, но фабрика в Китае это мировая фабрика, она производит товар для всех, и в том числе для американских компаний. Американские компании не могут остановить там поставки своего же товара в свою же страну, поэтому, к сожалению, нам практически с этого, нам как дистрибьюторам, покупателям, которые заинтересованы были бы в покупке каких-то там дешевых стоков и в продаже дистрибуции их в России с нереальной прибылью, да, в кавычках, понятно, вот, нам пока с этого на сегодняшний день, к сожалению, вот у меня, к сожалению, да, ничего не перепало. Как-то повлияло это на развитие поставщиков внутри России? Точнее, даже не поставщиков, но производителей, да? То есть много кто говорил о том, что вот из-за этих всех проблем, из-за санкций и так далее начинают там зарождаться новые производства, замещать. Ну, у меня есть там тоже несколько знакомых, кто действительно какие-то виды продукции смогли заместить, причем сделать это даже гораздо выгоднее для конечного потребителя, которому они это продают, там в B2B-сегменте, да, всякие датчики и прочее, что было интересно. То есть они заместили некоторую продукцию, которая поставляла исключительно там General Electric, там Bosch на весь мир. И вот как на ваш взгляд, есть ли какие-то реально серьезные подвижки в эту сторону в России? Или это все про мелкие какие-то производства, частные случаи и не так сильно влияет на рынок в целом? То, что произошло в 2014 году, да, и те санкции, вернее, контрсанкции по продуктам питания, которые ввело наше там правительство в отношении тех стран, которые ввели против нас санкции, да, я думаю, что это было там абсолютно правильное решение, и мы сейчас спустя там 11 лет пожинаем плоды, у нас собственное производство практически всей пищевой продукции, да, как это правильно сказать, в России. Ну да, нет у нас там, наверное, там в каких-то экзотических вещей, там типа французских сыров, или же там, не знаю, там оливковое масло, ну, по-моему, оливковое масло не запрещали поставлять, да. Но те вещи, которые мы там можем производить там в наших широтах и выращивать на наших полях, в теплицах и так далее, мы это делаем, и на самом деле это классно и здорово. И данное решение, наверное, с точки зрения там, страны и защищенности ее от внешних факторов по, наверное, самому ценному продукту еде, да, оно, на мой взгляд, правильное. Да, там можно прожить там, без наших игрушек там, или, не знаю, без чего-то еще, но по продуктам питания там, обезопасить себя и начать производить это лучше и дешевле, это было правильное решение. Что касается других, ну, знаете, здесь разнонаправленные тенденции. Наверное, то, что было, продавалось импортного у нас в стране какого-то уникального, высокотехнологичного, либо там брендового, то, что нельзя там воспроизвести здесь там достаточно быстро, наверное, оно осталось там и завозится до сих пор, даже если правообладатели против этого, оно все привозится по параллельному импорту и продается. Ну, я буквально на днях столкнулся, мне нужно было купить бытовую технику там, одного бренда, который ушел из России, причем официально ушел, ну, наверное, без скандала, хотя я не следил за ним. Ну вот. Но я стал искать его, там, звонил несколько компаний, буквально найдя их в Яндексе, и оказалось, там первая, вторая компания – это бывшие два дистрибьютора этого бренда. У кого-то были на складе, но не было той модели, которая мне нужна, была, и у одних была на складе в Казахстане, и у вторых была на складе в Армении. То есть два дистрибьютора нашли каналы продаж. Один, собственно, то же самое, чем он занимался до этого несколько лет, а может быть, несколько десятков лет. Собственно, привозит все это дело из Казахстана, второй привозит из Армении. Безусловно, наверное, наши производители, наверное, большое подспорье под них, те, кто умеет производить, там, те бизнесмены, те горящие глаза, которые хотят чего-то сделать там своими руками, это, ну, достаточно для них там большая помощь, поддержка о том, что или полностью, или частично отсутствует конкуренция,
конкуренция, и это позволяет им инвестировать свои деньги в производство, в покупку оборудования, в разработки в какие-то научные и постараться там произвести тот товар в России, которого не хватает. Но давайте будем честными, всегда ограничение конкуренции – это плохой знак, и если у тебя не будет конкурентов, тебе незачем будет развиваться, улучшать качество товара, там, работать с потребителями, улучшать там, характеристики этого товара и так далее, и так далее, и так далее. Когда ты монополист на рынке, ну, и нет других предложений, альтернатив, понятно, что и так возьмут, и ты чувствуешь себя в более привилегированном положении и можешь не думать о там, качестве продукта, не знаю, там, юзабилити или о полезности его, ну, то есть не развиваться. С какими проблемами и какие ошибки допускают, с какими проблемами сталкиваются новые поставщики, или точнее поставщики, которые первый раз хотят зайти на рынок России, вот с чем они сталкиваются? Ну, смотрите, по мне, наверное, там первая ошибка там, поставщика-бренда, там, фабрики и производства какого-то, это, наверное, там, переоценка собственных возможностей, потому что ты приходишь в другую страну с другим менталитетом, с другим рынком сбыта, с другой культурой. И если ты там в условном Китае или там в Индии, не знаю, где в Турции, Европе, там это пользовалось популярностью и продавалось на ура, и есть там сотни и тысячи подтверждений правильности твоего продукта, правильности продуманной там рекламно-маркетинговой стратегии и так далее, здесь это просто может не зайти. То есть, наверное, первое – это переоценка своих возможностей. Второе – это, наверное, экономика. Многие, ну, просто там, наверное, не считают деньги, и, наверное, этим грешат, возможно, какие-то либо очень мелкие предприниматели, да, которые, ну, вот сейчас мы там купим чего-нибудь в Гуанчжоу на рынке, да, там, или на рынке Садовод, и там поставим на Wildberries там с коэффициентом там x2, там x3, и заработаем там 200, там 300% прибыли. Ну, совсем не так, и все не так это считается, и там по поводу этого можно там сделать несколько циклов передач, потому что там есть разные категории товаров, есть разная цена полочная, да, и, соответственно, здесь простая математика, мультипликация здесь не работает. Поэтому, наверное, это ошибка вот, ну, мелких предпринимателей, кто там не считает деньги. Но, с другой стороны, у них там цена ошибки, цена входа тоже там, да, небольшая, поэтому здесь, наверное, сильного риска нет. Но, опять же, я, наверное, меряю там свои колокольни, да, там для какого-то начинающего предпринимателя несколько десятков тысяч рублей – это тоже большие деньги. Ну, там, по большому счету, это не риски, связанные там с потерей, не знаю, какого-то имущества, там, не дай бог, или что-то такое. Первое, люди просто не считают деньги, и это вот как раз случается либо с очень мелкими компаниями, там, либо очень крупными компаниями, у которых там акционеры где-то очень далеко, и, соответственно, там не могут отследить все движения по продажам, по там, расходованию эффективного средства, там, на рекламу, на там, содержание офиса и так далее. Вот, как правило, по мне, там, предприниматели средней руки, где собственники бизнеса пытаются заниматься и живут полностью этим делом, они, как правило, больше там, контролируют данную ситуацию. Поэтому экономика и переоценка, наверное, своих возможностей. Вот это вот две вещи. Ну, и то, и другое лечится, под то, и другое есть противоядие. А вот это противоядие в рамках сотрудничества с вашей компанией, это снизит их риски, это реально? Или вы работаете там исключительно с крупными ребятами? Ну, смотрите, да, мы, наверное, бы не стали распылять свои силы на, ну, не знаю, там, давайте я в годовых буду продаж мерить, да, там, на продукты, бренды, товары, которые подразумевают ну, меньше, чем там, 50 миллионов рублей годовых продаж. Это, наверное, там для нас какой-то старт, начало возможного сотрудничества. Далее, да, мы можем, конечно, быть той, ну, наверное, либо тестовой командой, либо командой, которая придаст импульс и развитие и понимание данного бренда о том, чтобы, да, этим можно там и нужно заниматься, это пошло. Для поставщиков, производителей брендов в данном случае нет никаких рисков. Риска о том, что мы
не заплатим деньги за поставку товара. Ну, я вообще не рассматриваю, да, у нас безупречная там 20-летняя кредитная история, как с иностранными поставщиками, так и в кредитной истории с российскими банками там, за 20 лет ни одного суда в нашу сторону не было. Обычно судимся мы со всеми, ну, в первую очередь, там, за возврат денежных средств, за поставки товара, потому что там за более чем 20-летнюю историю на моей памяти там с десяток сетей почило. Ну, и, как правило, каждая уносила там с собой частичку наших финансовых средств, вот, в той или иной степени, потому что там на какой-то момент, ну, мы работали, наверное, там с топ, может быть, там 20 или 30 вообще сетей, вот если взять там рейтинг. Он постоянно меняется, но вот если взять там первые 20 компаний, там у нас были со всеми контракты, причем были опыты работы с Эльдорадо, с NVIDIA, там с Медиамарктом. Мы дистрибутировали один из брендов электроники французский, да, у нас там были контракты Ион, Медиамаркт, Эльдорадо, NVIDIA, Техно, Сила, тогда еще была такая компания, даже в электронике работали. Невозврат денег от нас я не рассматриваю, а других, наверное, рисков. Это главный риск для иностранных поставщиков в Россию. Ну да, там мы попросим какие-то преференции, да, там мы попросим достаточно большую отсрочку платежа на то, чтобы расставить этот товар на полках и там дать ему продаться, собрать какую-то там первую информацию там о конечному потребителю, но если хочешь быть представленным на российском рынке, ну, два пути. Либо доверься дистрибьютору, либо открывай собственный там филиал, ну и через какое-то время пойми, что там к тебе очередь из топ там 10-20 ритейла России не растет, а эффективно управлять там поставками на Озон и Ватберрис, ну, нужно тоже уметь это делать. И с учетом того, что сейчас каждый день практически у них правила меняются, и то, что работало раньше, не работает там теперь, надо тоже за этим следить, анализировать. Причем, ну, на сегодняшний день это там самая, наверное, с одной стороны, бездонная полка, я имею в виду маркетплейсы, да, но с другой стороны, там безумная конкуренция, когда, не знаю, там в нише продается, не знаю, там 10 тысяч товаров, и на эти 10 тысяч товаров 10 тысяч поставщиков. Ну, вот как их всех побороть, а продают там, ну, не знаю, там первая страница, да, там первые там топ-10 там или топ-50. Вот как с 10-тысячного места вылезти на 50-е, ну, надо знать, уметь. У меня есть знакомые производители, в том числе там вот в Турции недавно мы общались с ребятами, и там мы говорили об этом, мы говорили о поставках в Россию, и дело в том, что те, кто эти производства запускал и занимался им долгое время, либо это там, ну, так как это, да, хаб всегда был, ну, раньше был, кто-то просто занимался поставками там на Европу, да, и в том числе там из-за того, что там где-то что-то меняется из-за политики, из-за каких-то других причин, они ищут новые какие-то рынки сбыта. В частности, естественно, там Россия в числе прочих стран, как такой активный, хороший рынок сбыта. Но, ребята, откровенно говоря, динозавры, да, которые не знают, они вот передают свое наследие там своим чаще всего детям, и эти дети начинают уже там оцифровывать это производство, там уже более так современно к этому вопросу подходить, и как раз и занимаются чаще всего там дети там производителей поиском, да, значит, рынков сбыта, куда поставлять товар. И у очень многих производителей по всему миру действительно нет понимания, как заходить. То есть настолько сложная, по их словам, опять же, настолько сложная структура поставок, что заниматься одной компанией, которая, ну, она производит один товар, это небольшая фабрика, но она, в принципе, довольно хорошие объемы может делать. Но взаимодействие с каждой там страной, с каждыми там партнерами там или индивидуально решать там открывать филиалы в каждой стране, это очень большая нагрузка, в том числе финансовая, на операционные все эти вопросы, да, это еще и знать надо, то есть нужны специалисты дорогостоящие как минимум. И вот многие сейчас находятся в этой ситуации. Как вы считаете, к чему все это идет? Будет ли, например, развитие каких-то оптовых маркетплейсов, типа вот той же Алибабы? У меня там знакомый открывает в Турции тоже Туритейл, как раз исходя вот из запроса вот этой аудитории. И тоже вроде как, с одной стороны, это путь для упрощения поставок и поиска поставщиков там, да, в эти разные страны. С другой стороны, я на это смотрю, и как будто бы не меняется на самом деле ничего. То есть наличие информационных ресурсов, маркетплейсов для поиска поставщиков не решает проблему поставок в эту страну. Вот что вы можете на эту тему сказать? Здесь надо, наверное, что-то конкретизировать, потому что Сложно завернуть.
Да-да-да, очень сложно, сложно сочиненное предложение, поэтому, да, давайте, может быть, какой-то конкретизируйте. Да, я просто сразу вспомнил, блин, вот эти наши диалоги с ребятами, и мы очень много обсуждали на эту тему. Сейчас я попытаюсь сформулировать нормальный вопрос. Просто он такой вот общий, и как будто хочется вот просто мнение, да, сформулировать. То есть, Не, у меня по любому поводу есть свое мнение, да, но вот здесь просто там понимать хотя бы вот задайте какое-то русло. давайте так, издалека зайду. А, Как вы считаете, куда вообще двигается мир поставок из разных стран, там, в том числе в Россию, и насколько важна степень цифровизации, вот там открытие новых там маркетплейсов каких-то потенциально, да, где можно там быстрее искать поставщиков и так далее. Или это все про вот, ну, не про решение реальных проблем, потому что все равно на месте будет там конкретный там поставщик, ну, там, или ваша компания, например, которая будет все равно, через которую гораздо всегда эффективнее и выгоднее будет работать, заходить на новые рынки. Ну, смотрите, что касается, допустим, крупных брендов компаний, тут идет тенденция в сторону заключения прямых договоров, да, наверное, здесь, возможно, опустим немножко ситуации там последних лет, а я просто общую тенденцию скажу, да, если это крупный там производитель, бренд, все, как правило, раньше и присутствовали были в России, да, и раньше работали через дистрибьюторов, сейчас дистрибьюторам дают либо, ну, так вульгарно говоря, крошки со стола, да, а остальное заключают там прямые контракты с федеральными сетями, там, либо там собственные магазины на маркетплейсах. Это вот тенденция там крупных брендов, производителей, неважно, чем они занимаются, будь то игрушки, будь то там кроссовки, электроника там и так далее, и так далее, и так далее. Да. Тенденция в том, чтобы сеть имела там прямой контакт с вендором и непосредственно получала товар оттуда, минуя вот эту там оптовую составляющую, дистрибуцию дистрибьютора. Что касается там средних, наверное, каких-то там брендов, поставщиков, производителей, наличие там дистрибьютора им необходимо, потому что они, ну, не так сильны и там, по финансовым причинам, да, и по невозможности там быть представленными в качестве там филиала в России, они вынуждены, как и раньше, работать ну, там, через дистрибьюторов, да, они могут там попробовать попытаться работать напрямую там через маркетплейсы и охватить там аудиторию свою, но, опять же, откуда они работают? Из-за границы это неэффективно абсолютно. Это нужно здесь работать, ну, или иметь там русскоязычную команду, которая там будет работать на аутсорсе, но которая там связана там с Россией и знает, там, понимает менталитет продажи и так далее, и так далее. Вот. Что касается, не знаю, там каких-то ну, мелких поставщиков, ну, не знаю, что посоветовать. Ребят, дерзайте, начинайте работать там с тех же маркетплейсов, там изучайте, не знаю, там покупайте курсы, хотя сейчас много там курсов по работе с маркетплейсами продают. По мне, просто иногда там за один день читаешь там сводку новостей о Озоне или Wildberries, который там выдает тебе в личном кабинете, и там посмотришь, уже все поменялось. Вот просто вот раньше было так, здесь так, там раньше с рекламой работали так, потом так, раньше самовыкупы там были разрешены, потом запрещены, потом разрешили их, но уже сами маркетплейсы берут за это деньги со своих поставщиков за эти самовыкупы. Поэтому здесь все это очень быстро меняется. Да, наверное, это нужно изучать самому, быть в курсе, в тренде, читать новости, смотреть, слушать, анализировать и так далее. К чему в дальнейшем все это дело приведет? Ну, мне кажется, что какой-то конечной точки, наверное, нету. Ну вот, ну нет ее, да, потому что там все течет, все меняется, там сегодня одни тенденции, там завтра другие, но движение идет к тому, что если брать там торговый бизнес, да, то все-таки маркетплейсы растут там в объемах, в оборотах, да, там они, наверное, удваиваются, каждый там из крупных маркетплейсов там в объемах продаж ежегодно, вот, ну, от 50 до 100% рост, так скажем, да. Wildberries, по-моему, 60% заявил, что у них рост 24 к 23. Ну, опять же, смотря как они считали, без рекламной группы этой РУС или с рекламной группы РУС. Поэтому там 60% надо еще посмотреть. У вас огромный опыт работы, взаимодействия с разными странами, с поставщиками из разных стран, что, мне кажется, дает очень серьезную такую насмотренность именно реальную. Не в новостях, не там то, что мы там где-то можем слышать, мнение какое-то. Потому что, ну, на мой взгляд, деньги решают всегда. И вы как раз непосредственно тот человек, который с этим сталкивается, да. И в связи с этим вопрос у меня такой. Вот по моим ощущениям,
там до 22 года был какой-то нереальный рост, вот последние там лет там 10, вот в глобализации. То есть мы все как-то вообще тесно общались, коммуникации, путешествия, экономические связи, социальные сети. И как будто мы все, ну, я сейчас говорю про весь мир, да, мы прям становились очень сильно близки. Потом пандемия и 22 год, ощущение, что все перевернулось прям в обратную сторону. Пошли настроения националистические там, во многих странах, в частности, в странах СНГ. Сейчас сам нахожусь в Средней Азии. И вот попутешествовал там Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, и тоже замечаю эти настроения, что идет как будто рассоединение связей, и в том числе как будто и экономических связей. Вот как, на ваш взгляд, с вашей точки зрения, да, с вашей колокольни, что происходит вот, и что прям за последние там 20 лет вашего опыта, какие тенденции вообще были, и что поменялось вот после 22-го из них? Ну, знаете, наверное, мне повезло за всю мою деятельность по работе с иностранными поставщиками, мне не попадались, ну, я не знаю, как правильно слова подобрать. В общем, наверное, ну, или мы подбирали такие, или мне везло, это вопрос, наверное, потом для анализа на пенсии. Вот. Но действительно так получалось, что или мы выбирали, или нас выбирали. Да, есть такая поговорка, сначала там ты работаешь на свою репутацию, а потом репутация работает на тебя. Я как минимум раз 5 это на себе прочувствовал. И иногда ты не делаешь абсолютно ничего, а тебя уже знают, к тебе обращаются. Я имею в виду и иностранные поставщики, да, там, если мы про них говорим, да, в первую очередь, потому что есть сарафанное радио, есть там друзья друзей, знакомые, да, там какой-то бренд, менеджер из одного бренда ушел в другой бренд, ой, а у тебя есть дистрибьютор в России? Вот у меня там включили Россию там в зону моей ответственности, да, у тебя есть дистрибьютор в России, надежный, посоветуешь, да, конечно, вот Алексей, компания Smart, пожалуйста, там дам контакт, с удовольствием звонит тебе там какой-то там француз или, не знаю, испанец, говорит, вот мне там тот-то, тот-то порекомендовал, ты вспоминаешь, кто это такой, ты помнишь, что там ты, наверное, лет 5 уже с ним не общаешься, там он ушел в другую компанию, вот, но тем не менее там он про тебя помнит, потому что хорошие там связи какие-то ментальные остались, и да, некоторые вещи прям на авторитете и на положительной, наверное, истории работы нам, можно сказать, достались на халяву. Ну, как на халяву? Нет, все, конечно, мы на себя это все дело работали и зарабатывали этот авторитет. Мне, наверное, везло, я не сталкивался, наверное, не с одним, ну, может быть, всю там историю, несмотря на то, что там через нас прошло там и до сих пор остается там около там, 50 брендов иностранных там со всего мира, наверное, не сталкивался. Кто-то, наверное, отваливался в последнее время, ну, даже не отваливался, я говорил вначале, что отвалился там всего один Energizer, вот, а остальные там меняли условия поставки, условия платежей, и дальше уже там мы решали, выгодно нам это, не выгодно, ну, мы практически со всеми на контакте, вот, причем даже те, кому запрещали из брендов, а есть и такие, каким брендам запрещали работать с Россией, они сами пытались выстраивать схемы и предлагать возможные пути решения вопросов, ну, вот у меня есть два конкретных поставщика из двух разных европейских стран, который говорил мне напрямую, что там, Алексей, мы не можем вам поставлять товар, но вот есть компания «Прокладка» там из нашей страны, и мы будем им грузить товар, а они там вам за скромные там 3-4% своего интереса будут отгружать этот товар напрямую, мы будем там в главной офис репортить о том, что мы отгрузили там это ИО «Ромашка», а они вам иногда даже там комиссию их брали на себя, то есть они делали там дополнительную скидку, и вот эта компания-посредник, прокладка, поставляла нам по тем же ценам, которые нам давал бренд-дистрибьютор. Нам, наверное, да, мы с таким сильно не сталкивались, и дай бог там никогда не столкнемся. Вы правильно сказали, что здесь деньги решают все, и если в самом начале, может быть, там весной, летом там 22 года там была непонятка, неопределенность, там кто-то высказался, возможно, там неудачно. У меня был один такой поставщик, потом извинился через месяц, хорошо, что я, сейчас вот тоже историю вспоминаю, да, хорошо, что я ему ничего не ответил на это письмо, да, мне написал один из поставщиков, с которым мы больше 10 лет работали из Европы, мы не поддерживаем то, что происходит, поэтому там извини, вот несмотря на все то, что у нас эксклюзивный дистрибьюторский контракт был на России, он, кстати, есть и сейчас, и мы сейчас уже работаем опять, вот, несмотря на это, вот мы не будем больше поставлять товары, а что-то вот как раз было ровно 3 года, по-моему, назад, в апреле
22 года, было перед майскими праздниками, да, я получил такой подарок, не стал сразу отвечать, что-то там потом майские, выходные, праздники, там, возможно, куда-то уезжал, думал, после майских отвечу, что, ну, мягко скажем, ребята, вы не правы, я за 10 лет сделал из вашего бренда конфетку, и раньше вас никто не знал, а сейчас вы там в топе там 3 по продажам в своем сегменте, в своей нише, благодаря нам. Слава богу, я не ответил на это письмо, потому что если бы я отвечал, я бы там ответил достаточно жестко, и, наверное, вот после моих бы слов они бы сами не стали работать со мной. Но так получилось, что сразу после майских там получил письмо, там, типа, извини, погорячились, давай дальше работать. Но только вот, к сожалению, там не будет отсрочки 120 КД, будет там предоплата. Мне, наверное, повезло. Да, у меня не было никаких отрицательных, причем, ну, это не зависит ни от Европы, там у меня были, есть и поставщики из Турции, там, из Казахстана, и из китайцев. У нас практически все нормально, ну, там, может быть, за исключением там парочку, которые, ну, просто сами по себе раздолбай, и есть китайские компании такие, ну, они вот уже с опытом очень быстро вычисляются, как правило, с ними даже не начинаешь работать, потому что понимаешь, есть некие такие триггерные маркеры, что вот, да, здесь какой-то такой звоночек прозвучал, нет, вот, лучше я там возьму в другой фабрике и чуть дороже, но там с какими-то гарантиями, чем вот у этих ребят. А что за звоночки, кстати? Вот очень интересно узнать. Я думаю, это будет полезно тем, кто подбирает китайских поставщиков, в частности. Ну ладно, мы сейчас не будем уходить в сторону именно конкретной там страны, просто в целом, как отобрать поставщика и как увидеть, что это проблемный игрок. Ну, знаете, хороший вопрос. На него надо ответить, наверное, сильно подумавший, может быть, там написать какую-то даже дорожную карту вот, для будущих поколений бизнесменов. Не знаю, это как-то на уровне уже вот буквально там, наверное, каких-то нескольких фраз. Ну, не знаю, там поставщик поставщику, там порознь есть, там, если опять там привязываться к Китаю, да, там есть фабрики, есть там трейдеры, есть там непонятно кто, которые бегают там между первыми и вторыми, да, там иногда лучше там работать с трейдерами, иногда лучше с фабриками, но не все фабрики могут работать напрямую, да, у них там у некоторых нет там экспортных лицензий. Они прибегают сами к помощи у этих трейдеров, которые уже там, ну, там есть опыт, больше опыта, по крайней мере, по работе с иностранными клиентами, да, там надо понимать, что там в Китае практически никто не говорит по-английски, и на какой-то фабрике, если ты найдешь, кто тебе скажет там hello и окей, ну, это будет там, за счастье. Вероятно, такие фабрики, где говорят на английском, уже везде поставляют товары. Да, везде поставляют товар, но вот какие проблемы, да, там достаточно большой там языковой барьер, какие маркеры, да, еще, когда ты находишь какой-то там уникальный продукт и понимаешь, у тебя в голове встрагивается какая-то такая стратегия, там, продвижение данного товара, там, позиционирование его там на рынке, там, ценовой сегмент, в котором ты там собираешься его продавать, да, и когда ты общаешься с поставщиком и говоришь, что, ну, это, как правило, там грешат китайские компании, да, в Европе, наверное, такого нет, ну или, по крайней мере, до недавнего времени не было. Завтра этот товар точно такой же оказывается у другого российского дистрибьютора, иногда там в той же упаковке или с каким-то небольшим видоизменением. И когда ты говоришь, ребята, у нас подписан с вами эксклюзивный контракт, и почему данный товар оказался на там, полках российских там, магазинов или маркетплейсах, тебе говорят, ну вот это не мы, это, наверное, там фабрика отгрузила. Это вот если с трейдером общаешься, да, это отгрузила там фабрика без нашего контроля, мы не знали. А когда ты работаешь с фабрикой напрямую и, собственно, говоришь им то же самое, там, почему тебе говорят, ну, это, наверное, какие-то трейдеры, мы куда-то там отгрузили нашим там каким-то партнерам, а они уже отгрузили это в Россию, там, это не мы, а то, что там ты производишь товар с российской упаковкой, там, с русскими словами на коробке, ты и не понимаешь этого, не понимал, ну, и тут сразу же понимаешь, что там ответить нечего. Все не понимают, все знают. Поэтому, ну, банальная нечестность, наверное, да. И это прям видно в разговоре. Ну, это уже профессиональная насмотренность, я понимаю. Да, да, наверное, Да, да. много коммуницируешь, и там ко мне вот там за привлечением инвестиций обращаются иногда люди, и иногда достаточно 2 минут вообще понять, что ты не будешь с этим человеком никогда сотрудничать. Таких большинство чаще всего, на самом деле, к сожалению. Но попадаются и прекрасные компании, в частности, рад и с вами тоже познакомиться. Вот. Это, кстати, очень хороший контент, очень хороший подкаст, и я могу его прям выделить из очень многих своих подкастов и в плане подачи, и в плане интеллектуального такого разговора. Действительно, на реальной практике это прям для меня удовольствие общаться и удовольствие для моих ушей, то, что я слышу и понимаю. Ну, дай бог, да, я посмотрел
посмотрел всего несколько ваших роликов, у вас там, по-моему, более сотни их уже, да, на канале. Вот, я посмотрел несколько, которые там именно меня интересовали, ну, и в свою очередь тоже скажу, что это там какой-то достаточно профессиональный разбор узкого какого-то момента, сегмента, темы, вы полностью в это дело погружаетесь. Я уверен, что там вы, наверное, специалист в привлечении там инвестиций, но когда вы там спокойно совершенно общаетесь на темы, не связанные там с инвестициями, а с какими-то другими проектами, нишами, темами и так далее, ну, меня прям приятно удивляет, что вы пытаетесь там с каждым своим сюжетом вникнуть в суть, в проблему, и у вас там получается. Спасибо. От таких людей, как вы, это двойной комплимент, на мой взгляд. Вот. Круто. Спасибо большое за интервью. С нами был Алексей Бачурин, компания Smart. Подписывайтесь. Спасибо большое, спасибо, что уделили время и внимание. До свидания.